Надя Сулеман прославилась в 2009 году, когда родила 8 близнецов. Новость о многоплодной беременности распространилась по всему миру очень быстро и наделала много шума. Через несколько недель после рождения Надя и ее новорожденные установили мировой рекорд, так как все новорожденные выжили. Долгое время ее имя не сходило со страниц прессы. Одни Надю осуждали, как мать-одиночку, которая необдуманно родила 8 детей, несмотря на то, что у нее уже было 6 деток. Другие же, напротив, восхищались ее мужеством и решимостью. Но прошло более 12 лет, и все это в семье все хорошо. Так как же она смогла пережить все трудности без мужа и воспитать столько детей? Как она сейчас выглядит и чем занимается? Надя Сулеман вышла замуж в 20 лет, но через 4 года развелась, детей в браке у них не получилось родить. Она знала, что у нее проблемы с фертильностью в молодом возрасте и начала лечение от бесплодия сразу после замужества. Когда все методы лечения не помогли, она обратилась за помощью к врачу-репродуктологу Майклу Камвери. Первые попытки искусственного оплодотворения Надя предприняла, еще будучи замужем. Однако эта процедура не привела к рождению ребенка. Но Сулеман никогда не теряла надежды. В 2001 году у нее родился первый сын, а вскоре и дочь. Это еще не все, она рожает еще 4 детей, в том числе близнецов. В 30 лет у нее родилось 4 мальчиков и 2 девочки: Элайджа, Амер, Джошуа, Эйдан, Калиса и Калеб. Надя с сыном Элайджей. Фото 3W. Инстаграм. Комната Ли Сулеман. Сама Надя, названная с рождения Натальей, была единственным ребенком. Прежде чем стать матерью, она выучилась на учителя и 3 года проработала в психиатрической клинике. После развода Сулеман сказала, что дала обет безбрачия и много лет не имела интимных отношений с мужчинами. Она рожала детей только от анонимных доноров. Когда Надя решила снова забеременеть, она снова обратилась к врачу. И врач, нарушив все правила медицинской этики, имплантировал 12 эмбрионов. Хотя женщинам ее возраста разрешено максимум 2. В итоге 8 из них прижились, и Надя решила их всех выносить, врач ее также поддержал. Из-за того, что он подсадил ей столько эмбрионов, у него позже отобрали лицензию, так как он подверг ее жизнь риску. Конечно, беременность была тяжелой. Живот женщины был пугающе большим. В начале 2009 года родились 2 девочки и 6 мальчиков: Ноа, Иона, Исия, Макай, Нария, Малия, Иеремия и Исаия. После появления детей общество разделилось на 2 лагеря. Малая часть поддержала Надю, а большинство обвинило ее в безрассудстве. Люди даже вышли на улицы с пикетами в знак протеста против того, что они налогоплательщики и не хотят, чтобы их налог отчисления шли на содержание ее детей. На самом деле Надя Сулеман оказалась в незавидном положении без мужа, без работы, без дохода. Она получила лишь небольшую пенсию за травму позвоночника, которую она получила ранее. При этом многодетная мать опасалась, что не все из 8 деток выживут и что общественное мнение заставит ее отказаться от своих родительских прав. Но ничего из этого не сбылось. После выписки из роддома, пока дети еще находились в роддоме на стационаре, Надя купила новый дом, быстро его обставила и начала по одному забирать малышей, всех выписывали в разное время по состоянию здоровья. Так, в апреле 2009 года, через 3 месяца после рождения, все дети уже были дома с мамой и бабушкой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.